Добро пожаловать на Ямал. Вот, тут очень холодно, у меня мокрая голова. Шапку решил не одевать, поэтому что придумал, то придумал. Видите, как я быстро сидею. Год в Саленхарде пролетает за 3. Так что пока дойду, могу умереть. Бля, где холодно. Приветики. Оба. Здорово, Егорка. Будет странный доклад, вот, потому что так получилось. Но будет интересно, я обещаю. Слушайте, главное в докладах это, как я уже рассказывал, поднять тему на обсуждение. И, по-моему, чем страннее тема, тем больше поводов ее обсудить. Кстати, круассаны, бутербродики вообще топ-ночь. Настоятельно рекомендую. Ну что ж, на сцене наш второй спикер Егор Малькевич, который сам о себе все расскажет. Отлично. Встречаем аплодисментами. Всем привет, меня зовут Егор, мне 30 лет, я очень долго работал в госкорпорациях, правда, арабских, и мы делали систему нацбезопасности, большие инфраструктурные проекты, и вообще я люблю заниматься стартапами, 7 лет ими занимаюсь, но в основном почему-то большие инфраструктурные стартапы. Вот, исходя из своего опыта, буду рассказывать о картине мира, как я ее представляю, ну именно той картине мира айтишной, которую я вот знаю. У меня есть маленькое сообщество, есть какие-то чатики. Если вдруг вам интересно, вы можете туда зайти. Я часто публикую вакансии на работу, и много чего. Вот. Хочу поделиться своим видением того, где мы находимся и куда мы движемся. Исходя из этого, можем подискутировать, можем потом пообсуждать, но мне хочется с вами поделиться, потому что позволит вам сориентироваться в пространстве и принять какие-то свои решения. Пум! Смотрите, давайте поговорим первое о том, а где мы сейчас находимся, именно с точки зрения IT-рынков. Ну, технически можно поговорить, что мы застряли где-то в 1970-х годах, что у нас есть там iPhone, шеринг и так далее, но все в целом одно и то же. То есть мы особо никуда так не продвинулись, никуда в космос не улетели, никаких таких реальных технических мега-достижений не было. Ну, то есть мы, по сути, сделали пару мега-сервисов, ими пользуемся и говорим, о, мы там технологический прогресс. Вот. Оно так будет все время супер медленно? А я нажал просто. Пил. Я просто не понимаю, он переключит на один слайд или на 2, если я 2 раза нажму. Тык. Вот. Хорошо, я понял, я буду медленно нажимать. Смотрите, первое, что есть на рынке, это мегатренд. Дефицит людей. На рынке закончились люди, представляете, вот их просто нет. Вы приходите и говорите, я умею что-то делать, и вам говорят, приходи на работу, держи много денег, работай. Вот это реальность сегодняшнего дня. У меня вчера друзья запустили стартап в Украине и говорят, нам нужны люди. Я такой, я не знаю, где их взять. Они такие, напиши хоть кому-нибудь в интернете. Я написал хоть кому-нибудь, они такие, ура, у нас какие-то люди появились. Просто никого нет. И это тренд не только в IT, это тренд везде. То есть рестораны не могут найти поваров нормальных. Ну, то есть закончились просто люди. Вот. Из-за дефицита, из-за коронавируса, из-за изоляции, кто-то куда-то уехал. Ну, какие-то приключения, но в целом профессионалы и эксперты заканчиваются. Вот. Из-за этого появился новый тренд. То есть в СНГ пространство пришли американские зарплаты. То есть если вы вдруг не замечали этого, но это факт. То есть если вы просто начнете говорить, общаться, просить, вам начнут платить. То есть американские рейты в СНГ – норма на сегодняшний день. То есть это просто факт. Если вы хоть что-то умеете делать, вы можете это просить. Я расскажу где. Вот. Появились новые должности неожиданно, появились такие должности, как инжиниринг-директор, инжиниринг-менеджеры. Поменялось. Вот некогда известные тимлиды начали расслаиваться на менеджера и технического специалиста. Перестало быть популярно делать такого универсального солдата, который может сделать все. И отменеджить людей, и написать код, и сделать базу, и сделать архитектуру, и security еще прикрутить. Такие люди уже не особо нужны, потому что, во-первых, он не успеет столько сделать работы. Просто из-за того, что скорость, надо быстрее, выгоднее нанять разных специалистов в каждом домене эксперта. Окей?
И есть еще одна такая маленькая вишенка на торте, надвигающийся финансовый кризис, который так или иначе в ближайший год, полтора-два, ну точно произойдет. И что будет? Передел рынка, опять что-то поменяется, опять кто-то станет богаче, кто-то станет беднее, ну это безусловно. И в IT это как никогда актуально. Почему? Во-первых, потому что там и сейчас дефицит кадров. С финансовым кризисом дефицит кадров станет настолько большой, что туда может прийти любой желающий, просто подняв руку и сказав: я готов хоть что-то делать. Вот. Просто давайте вот так остановимся, не будем дискутировать почему, к чему и так далее. Просто плюс еще есть криптовалютные пузыри, которые так или иначе раздувают это все. Если вы внимательно посмотрите, как это все работает, ну а давайте посмотрим. Вот. Ох, ничего не видно. Ну, короче, это маленькая схема блокчейна, как оно примерно работает. Есть транзакции, есть комиссии, есть люди, которые зарабатывают на комиссиях, есть какие-то ребята, которые тоже работают и на чем-то зарабатывают, но все на чем-то зарабатывают, так или иначе на комиссиях. Да? И это то, как оно вроде бы работало. А давайте подумаем, как оно работает сейчас. Появились такие блокчейны, которые, я просто так поверхностно, по вершкам расскажу много всяких доменов, много всяких трендов, чтобы вы не пугались, почему так неожиданно блокчейн. Вот, не потому что я его пиарю. Я наоборот говорю, что очень-очень плохо. Смотрите, появилась такая DeFi-экономика, это по сути деривативы на блокчейн. Это когда мы создаем свой фальшивый блокчейн, приравниваем токен к чему-то, говорим, что у нас есть какая-то ликвидность, и по сути эмулируем, что? Опять же транзакции, и опять зарабатываем на комиссиях. Кто-то стал и такой: а теперь я тоже хочу зарабатывать на комиссиях. И погнали снова. И эти деривативы появляются блокчейн на блокчейн, на блокчейн, на блокчейн, на блокчейн, на блокчейн, на блокчейн. Это очень похоже, как было в 2008 году, когда появлялись пузыри на недвижимость. То есть продавали долговые обязательства, 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 и в какой-то момент оно умерло. Ну, это просто прикольно. Это работает, и это очень выглядит как криптовалютные перекупы. То есть они у вас берут что-то вам отдают, какие-то фантики, и вы радостно пользуетесь этим, говорите: вау, криптоэкономика. Вот. А криптоэкономика строится на каких-то китах, назовем это воллеты. Суть в том, что из-за этого всего появляются новые сервисы, которые позволяют из одной сети блокчейна в другую сеть что-то перевести. И опять же, зачем? Чтобы заработать на комиссиях. Опять появляются комиссии, и это все смарт-контракты. Смарт-контракты сейчас очень выгодно делать. Я просто ради этого слайда решил вот это рассказать. Почему? Потому что криптоны, а я сейчас расскажу почему, они очень-очень-очень-очень неплохо сейчас зарабатывают и очень рады кого-нибудь донанять на очень большие деньги. Они готовы платить больше, чем все остальные. То есть самые большие зарплаты сейчас там. Вот. Почему? Потому что, во-первых, код есть на гитхабе в open source, практически любого продукта, который есть вот в их криптосети, криптоэкономике и так далее. И им нужно взять этот код, как-нибудь в нем разобраться, что-то в нем поменять и запустить от своего имени, от своего бренда, от своей компании и так далее, и так далее. Просто надо быстро разобраться в чужом коде, что-то поменять и что-то запустить. Вроде бы просто, но чтобы этим кодом пользовались, так как каждый может это сделать, появляются конференции. Ну, не такие, как у нас, только криптоконференции. Если внимательно зайдете в интернет, посмотрите, сколько стоит туда билетик, там по $5000 за вход. Так вот, удивитесь, почему так происходит. А потому что маркетинг. Надо посмотреть, кто что откуда скачал, кто что как меняет, чтобы побыстрее скачать тоже и начать менять и быть в тренде, чтобы успеть заскочить и куда-то что-то еще запустить. Время имеет значение. А там время имеет огромное значение, поэтому там огромные зарплаты. Если вдруг вы не задумывались о том, чтобы поработать в блокчейне, вот можете призадуматься. Хотя бы просто посмотрите ради интереса, сколько кому чего платят. Знать там не так много чего нужно. Вот. Ну, короче, все ведет к тому, что бедные станут еще беднее, богатые станут богаче, ну, как обычно. Да? То есть ничего нового я как бы не рассказываю. То есть такие прописные суперистины. Вот. Давайте поэтому быстренько поговорим про деньги, чтобы просто быть в одном контексте, чтобы мне было проще дальше вам объяснять, что же происходит сейчас с IT-рынком. Вот. Стоимость денег стала непонятной. То есть для меня, как айтишника, который 13 лет работает в IT, стало очень непонятно, откуда такие зарплаты. Почему? Вот, то есть вчерашний Джун может прийти сегодня и зарабатывать $2-3 тысячи. Я такой: вау, подождите, он вчера, вот я ему рассказал, как IT работает, а вот сегодня он такой: у меня уже там $3 тысячи. Через 3-8 месяцев он уже ходит, у меня уже $5 тысяч. Я такой: подождите, что за фигня, вот откуда деньги? Вот, потому что стоимость денег, она потихоньку из-за этого всего обесценивается. Вот. Причем здесь военные. Вот. Просто так получилось. Вот. Потому что нужны штуки, чтобы их как-то занимать, чтобы была работа.
То есть это Минский завод, вот я из Беларуси. Вот, у нас любят военную часть, поэтому у нас очень часто производят что? Загружают людей работой, закидывают деньги в военную экономику. Для того, чтобы экономика просто работала, чтобы все люди были заняты, чтобы у всех была работа. Но в IT так не происходит. В IT работы очень много, потому что каждый мой вклад в IT, например, я написал какую-то программу, вы ее можете взять, наверх на нее написать еще что-то. Вы что-то написали, и вот так. И по сути идет инкрементальное увеличение абстракции. Мы постоянно увеличиваем сложность продуктов технически и пытаемся их упростить с помощью фреймворков, чтобы потом самим не запутаться, не поломаться и не засесть в рефакторинг. Поэтому в IT так не происходит, как в обычной производстве, например, на заводе. Мы что-то сделали, продали, и все, и мы остались без ничего. То есть деньги какие-то есть, но надо цикл повторить, иначе что-то будет работать не так. Вот, поэтому старая схема, когда людей загружали просто какой-либо работой, чтобы люди просто работали, ну, потихонечку на сегодняшний день перестает быть актуальной. Такой тренд, он просто тупо не актуальный, потому что сейчас ценятся люди. Чем умнее люди, чем люди больше знают, чем у них больше кругозор, тем этот капитал дороже. То есть вкладываться в людей сейчас выгодно, потому что перепроизводство и так у нас есть в экономике. То есть если вы вдруг не знали, ну, как бы вещей так много, что мы просто их не можем купить. У нас денег не хватит вообще, если все скинемся, мы все равно все не купим. Потому что у нас есть много обязательств, долговых обязательств, вот этих деривативов, криптодеривативов и так далее. Мы просто не можем все купить. А перепроизводство ведет к чему? Падает спрос. Мы так много всего произвели, что мы теперь никому ничего не нужно. Айфоном уже никого не удивишь. Вот. Падает производство из-за того, что упал спрос. Банкротятся компании, увольняются работники. Опять люди без работы. Мы как по кругу ходим. Растет безработица, падают цены, рецессия. Да? И мы попали во что? В кризис. То, что нас ждет. А потом депрессия и застой. Это самое такое тяжелое время, когда в целом надо переосмыслить, а этим ли я хочу заниматься. Вот. Так или иначе, сейчас есть большие проблемы у больших стран. Но есть веселая экономика, которая называется контент-экономика. Когда вы можете производить контент, YouTube, Instagram, что угодно, какой-либо контент, чтобы людям было во время депрессии, когда им грустно, чтобы им было хотя бы весело. Да? Комики, видите, не в цене. То есть если вы посмотрите, сколько стало стендап-комиков, просто космос, их просто вот так, отойдите, дайте пройти стендап-комика, подвиньте. Их слишком много. Но почему? Потому что есть вот это вот тренд на тяжелую жизнь. Да? И людям хоть как-то надо расслабиться. Вот. Но одним спросом со стороны государства не решить проблему. Есть целая книга про это. Если вдруг будет интересно, почитайте. Джон Кейнс, запомните. Вот. И все. И там в целом можно посмотреть, как что куда развивалось последние много лет. Вот. Но это все неинтересно. Это идеология монетаризма, рост ВВП. Вообще есть Милтон Фридман, который это все заложил. Вот. У него тоже можно чего-нибудь почитать на Википедии, поучиться. Но, в общем, кризис 2009 года никуда не прошел. Он как бы просто так вот, его спрятали, фантиком насыпали, а тут коронавирус, и вообще все идеально спряталось. Да, вот. Поэтому, посмотрите, у нас дешевые кредиты. И я про что, к чему веду? То есть криптоэкономика, криптопузыри, деньги обесцениваются, огромные зарплаты у айтишников. От чего все берется? Просто деньги свою стоимость потеряли. Сейчас много дешевых денег, просто их много. Банки в Китае дают с отрицательным процентом. То есть если я в Китае открою завод, просто возьму в кредит денег, у меня денег еще достаточно останется. Да, я открою завод, и как бы вот и мне типа меньше надо вернуть. В целом, как бы вот, могу делать китайскую экономику лучше. Вот, короче, кризис не был преодолен. Мы все еще в кризисе. Но есть второй тренд. IT-компании, которые когда-то стартанули, из-за всего вот этого, всех этих инноваций и так далее, растут как опухоль. Что это значит? Как я говорил, любой код, который уже создан, позволяет создать на его основе программу чуть более сложнее, меньшими усилиями. И это каждый раз повторяется. Чем больше у вас разработчиков. Например, я большая компания, у меня много разработчиков, у меня есть процесс, у меня есть стандарты, у меня есть школа, где я могу подучить людей, прокачать. И этот капитал для меня очень ценный. Но все компании, которые вокруг, они начинают сильно отставать. И я, как большая компания, могу их просто скупать. Говорить: ребята, я вам дам процессы, я вам дам людей, я вам дам технологии, я вам что-нибудь дам, даже деньги у меня есть. Вот. И просто компания все скупает. И таких компаний много. Например, Amazon, она просто тупо всех скупает. Вообще, просто неважно, какой вы бизнес делаете, вас может купить Amazon или просто выгнать с рынка, сказать: мы там за неделю написали то же самое, что вы 2 года делали. Вот. Или Яндекс. Неожиданно, но Яндекс тоже так делает.
Вот. Сбербанк тем более, то есть Сбербанк, наверное, самое лютое зло. Ну, как бы тут не при всех будет сказано, но они прям просто, я посмотрел за год, какие компании они купили, ну просто было интересно. Открыл список и там такой, о-о-о. Вот, они просто скупают все компании. И Тинькофф туда же. Вот. Ну, короче, если упростить, глобализации больше нет. То есть давайте вот просто помните, был тренд, что мы там вместе, у нас интернет, мы все доступны, мы везде, глобализация. Но глобализации больше нет. То есть так или иначе экономика меняется в такую сторону, что появляются локальные рынки. То есть если раньше был у нас один большой AliExpress, там, eBay или еще что-то, теперь у нас очень много локальных магазинов. Там Озон стал популярный, они там уже партнерятся с AliExpress. Но AliExpress там все-таки игрок помощнее. Ну и так далее, и так далее. То есть локальные рынки начинают защищаться, запускать свои проекты. Это на самом деле нам, как айтишникам, дает возможность хоть как-то с гигантами конкурировать. То есть успеть запустить какой-то свой стартап в этом же домене, просто взять вот как там, сделать то же самое, на GitHub что-то скачать, что-то поменять, и вот мы можем запустить свой проект. Вот, потому что изоляция рынков началась, и она продолжится еще более серьезно. И из этого всего прикольного удаленка стала нормой. То есть я, когда начинал свою там IT-карьеру, скажем, 2015-2017 год, найти удаленку в компании, ты приходишь в любую компанию, в которой люди ходят в галстуках, говоришь, я хочу работать удаленно, тебе говорят, пошел в жопу. Вот, и все. То есть разговор короткий. Либо ты ходишь в офис, либо ты работаешь как фрилансер. Ну, я вот какое-то время работал как фрилансер, оказалось, тоже работа не очень. Ну, в общем, из-за того, что удаленка стала нормой, мы можем устроиться в любой точке мира, в любую практически компанию. И это прикольно. То есть можно, не стыдясь, никого не стесняясь, стучаться в двери в любую компанию мира, айтишную. Американцы рады нанимать русских, вообще очень рады. Через посредников, через какие-то еще компании. Но рынки настолько открылись, что сейчас это все называется не фриланс, а как? Не аутсорс. Аутстаффинг, да, новый тренд на аутстаффинг. Если вы будете гуглить аутстафф компании, писать им, то тем более вы найдете работу на очень хорошие рейты. Вот. Ицхак Адизис. Неожиданно, если вы вдруг не слышали про него, почитайте его книжки «Управление жизненным циклом корпораций». Очень прикольно. Главная мысль. Та-дам! Главная мысль. То, что есть 4 типа людей, да, знаете, там Баста, есть разные типы людей. Вот, ну, короче, есть 4 типа людей: бизнесмены, подрядчики, производство и поддержка. Это так или иначе люди, из которых будет состоять какой-либо юнит. То есть если мы собираем команду, мы собираем компанию, мы делаем стартап, нам нужны люди из 4 разных категорий. В одном человеке это не уживается. Ты не можешь быть бизнесменом, подрядчиком и производителем одновременно. Это какая-то фигня. То есть, по сути, ты такой поточил гнома, потом его как-то украсил, пошел, продал, поговорил, придумал бизнес-модель по продаже гномов, но это очень сложно. То есть один человек это не вывозит, и это противоречие между порядком и производством. То есть ты не можешь быть хорошим менеджером и хорошим производителем. В одном человеке это не уживается, это конфликт. Потому что когда у меня порядок, я не могу быстро производить. Если вы замечали, самые креативные люди живут в абсолютном бардаке. Почему? Все очень быстро можно взять. Он летает в своих облаках, думает о чем-то великом, о какой-то системе, коде, архитектуре и так далее, но ему не до порядка. Ему бы вот побыстрее бы все это как-то упорядочить, хоть как-нибудь быстро начать что-то куда-то прилеплять, а про порядок это другое. А давайте процессы. Люди, которые любят порядок везде. Они любят дружить с людьми, которые любят порядок. То есть ты хороший менеджер, я тоже хороший менеджер, давай-ка мы тут наведем порядки. Вот. И люди привыкают наводить порядки, и это единственный инструмент, который у них есть именно в голове, чтобы решать любые вопросы через порядок, через новые правила, больше законов, больше правил. Ну, потому что мы только так умеем решать все вопросы. А люди, которые производят, они говорят, отстаньте, но они очень хорошо дружат с другими креативными людьми. То есть креативные люди очень хорошо объединяются, но очень не любят порядок, они постоянно будут конфликтовать. Если этого конфликта нет в вашей компании, если где вы работаете, то у вас какая-то проблема вообще с компанией. Потому что конфликт должен быть между этими 2 категориями людей. Поэтому нужны люди, которые занимаются поддержкой. Это люди, которые, это внешняя поддержка, то есть люди, которые представляют компанию, и внутренние, которые позволяют этим ребятам не посраться, не поругаться, на ножах не начать драться. Да? Они говорят, ну давайте поговорим, давайте посмотрим по-другому. Люди, которые любят других людей. Вот. Но чтобы куда-то двигаться вперед, им нужны бизнесмены, люди, которые скажут вперед, туда. Все туда, там точно хорошо. Потому что пока они занимаются творчеством, а кто-то наводит порядки, они не думают, куда они вообще бегут.
Куда-то бежим. Очень классно делаем фреймворк, очень классно делаем программу, очень крутой код. Зачем? Вот. Что это нам дает? Как мы на этом заработаем? Они об этом не думают, им не до этого. Поэтому как минимум 4 типа людей должны быть в компании, чтобы вы были производительны и успешны. И про это целая книга есть. Так что если вы мне не верите, почитайте книгу. Не я писал, но вот рекомендую. Короче, для того, чтобы вообще все получилось, нужна тактика и стратегия. То, про что в наших краях, в СНГшных, почему-то в компаниях айтишных забывают. Ну, потому что одно дело, мы напишем классную технологию, классный фреймворк, где-то скачаем, украдем, неважно, мы добудем технологию, и что? И вот. И этого недостаточно, чтобы хоть как-то заработать на этом. Потому что тактика и стратегия — это то, что мы будем делать и каких правил мы будем придерживаться, чтобы бежать хотя бы пару лет. То есть давайте вот, есть люди, которые любят запускать стартапы. Я, опять же, я занимаюсь стартапами 7 лет. Есть люди, которые занимаются стартапами и говорят: а мы что-то скачали, там кто-то что-то сказал, и мы что-то делаем. И потом такие: о, блин, не получилось. А почему? А потому что не подумали. А вот тактические ходы, там отойти в сторону, там где-то уклониться, тут это не делать. Тут просто закостылять, просто говнокодом дичайшим, просто вот какое-то говнище где-то костыль ставить, true, false, все. Ну, то есть, если вы не знаете, в PlayStation 4 был такой кусочек кода, который назывался рандом. И знаете, как рандом выглядел? Просто захардкодили число. Но это позволило им выйти вовремя. Да? То есть вот такой рандом. Ну, просто иногда костыли — это хорошо, особенно если мы знаем, куда мы идем и по какой стратегии мы движемся. Это очень важно. Это важно, чтобы попадать в какие-то сроки. А какие сроки бывают непреодолимыми? Конференции. Конференцию хрен перенесешь, слишком много людей. Если ты пришел на нее, молодец. Не пришел — вывалился. Понимаете? Появилось еще недоверие к системе образования. Почему? Потому что так все быстро меняется, что ты приходишь к преподавателю, а он не успевает тебе рассказать. Очень сложно следить за трендами, очень сложно. Потому что инкрементально меняется все. Новые фреймворки, новые технологии, новые штуки, новые и так далее. А ты учишь базу. И с этой базой ты все равно пойдешь учить фреймворк или какую-то технологию. Ты не можешь только на базе полагаться. База тебе очень мало дает мобильности на самом деле. Ты можешь выучить очень точечно фреймворк и очень точечно начать на нем зарабатывать. Вот, поэтому появились YouTube-блогеры. Вообще есть, смотрите, несколько трендов. Давайте так быстро. Бум на тренеров, менторов и коучей. Очень легко найти удаленно любого коуча, любого тренера со всей планеты. Да? Давай. Вот, например, я неожиданно, не реклама, просто неожиданно мне ребята с Лондона уговорили учить английский с нативными людьми. То есть я скачал приложение, чтобы учить с британцами английский. Типа, зачем мне учить с местным тренером английский, когда есть британский тренер за ту же цену? Понимаете? Вот. Тренд на коучей стал просто огромный. То есть вы можете стать коучем, в конце концов. Вот. Бум разработки платформ, маркетплейсов и всего. То есть большие штуки, какие-то платформы, вокруг которых появляется инфраструктура, продажи и так далее, растут. И спрос на них растет. Если посмотрите топ-10 продуктов, про которые говорят на российском пространстве, говорят, это будущее, они будут похожи либо на маркетплейс, либо что-то такое грандиозное, типа Сбербанк что-то делает типа Яндекс.Такси. Ну, например. Вот. Что-то такое. Это большие маркетплейсы. Большие платформы. Бум на разработку инструментов. Если вы не хотите делать большие платформы, которые требуют большой инфраструктуры, много денег и очень медленно, вы можете делать инструменты. Например, всякие инструменты бывают. Например, PowerPoint. Там. Вышло очень много программ за прошлый год, которые просто получили космическое количество инвестиций, которые позволяют что делать? Неожиданно презентации. Вот. Нам было недостаточно Google презентаций, появилось еще 10 Google презентаций, которые отлично развиваются, в которых есть каждая своя маленькая фишечка. Но это говорит о том, что есть огромный спрос на инструменты. Почему? Потому что очень многих людей нанимают в офисы чем заниматься? Работать на интернет-инструментах. Они открывают сайт, и им платят за то, что они пользуются сайтом. Прикиньте. Вот. И что? Вот. Ну и также появился спрос на B2B-сервисы. Что это такое? Это когда мы берем два бизнеса, у которых есть уже какие-то программы, и объединяем их. Ну, есть бизнесы, которые уже как-то себя оцифровали. То есть базовый тренд, что бизнесу надо 4% всех денег инвестировать в IT-технологии. Вот какие-то инвестировали, теперь их можно объединить и сделать новую программу. И они хотят, они готовы за это платить, они понимают, в чем выгода. И это их конкурентное преимущество, это то, что позволяет им выжить в ближайшее время. Ну и бум финтеха — это такой типа, вот.
Где-то есть. Еще из интересного метавселенной. Я честно, я посмотрел такой фу-фу-фло. Но мне вчера, вот буквально вчера, ребята из Великобритании начали писать и говорить: блин, Егор, а кто-нибудь у тебя умеет делать? Кто-нибудь? У нас пришли клиенты, все хотят делать что-то для метавселенных. Я такой: боже, что за бред? Они такие: они готовы платить, у них есть деньги, нет людей. Кто-нибудь, кто умеет делать с метавселенной? Может, кто-нибудь с VR у тебя когда-нибудь занимался? То есть, почему метавселенная это прикольно? Это новый рынок маркетинга, это новый рынок исследований, это новый рынок экспериментов. Ну, например, если я не могу какой-то эксперимент провести в настоящем городе, я могу сделать этот эксперимент в метавселенной, там завести туда деньги, кинуть, разработать какие-то правила и, по сути, на каком-то большом количестве людей потестировать какие-то штуки, которые могли быть в городе, собрать аналитику, собрать данные, и это уже стоит денег. Понимаете? Песочница. Это песочница, на которой можно проводить много экспериментов. Вот, короче, из-за этого технические консультанты тем более в цене. То есть такие компании, куда приходят на пике технологий и говорят: помогите нам, мы хотим быть первыми или там вторыми, пятыми, неважно. Они готовы нанимать любого технического консультанта, который говорит: я знаю, как там работает, я знаю, куда это движется, я знаю, я могу подсказать, я знаю людей. Вот, они в цене. То есть если вы вдруг не можете стать техническим экспертом, вы можете стать техническим консультантом, который дружит с огромным количеством технических экспертов. То есть вариантов сейчас много. Поэтому я говорю, что появляются новые направления, новые тренды, новые профессии. Вот. Экспертиза стоит очень дорого, ее нет времени развивать. То есть нет времени 5 лет учиться, чтобы потом пойти работать. Вы 5 лет будете учиться, через 5 лет мы уже будем в метавселенных, там еще что-то запустим. Вот. То есть вы не успеете. То есть максимум сейчас на обучение 1,5-2 года. Все. Если ты за 1,5-2 года обучился и не устроился на работу, ты начинаешь отставать, начинаешь буксовать, начинаешь такой: ой, и отвалился. И потом: боже, у меня не получилось, ай-яй-яй, и куча причин, почему не получилось. А потому что ты не пошел работать сразу. Вот. Поэтому очень дорого. Да? И чем быстрее вы начинаете получать экспертизу, тем быстрее вы становитесь в цене, тем быстрее вы начинаете догонять всех, и если повезет, за вами будут бежать. Да? Перспективы из всего этого сказано. Это, то есть, база. Да? Как я ее вижу. Перспектива. Смотрите, дешевый инструмент. То есть все делают инструменты, значит, они станут дешевыми. Из-за дешевых инструментов что это позволяет? Позволяет еще больше, еще качественнее делать продукты. Если раньше качество было доступно, например, только большим компаниям и корпорациям, то на сегодняшний день с большим количеством дешевых инструментов то же самое качество, например, в рекламе, то же самое качество в маркетинге, то же самое качество в мобильном приложении можно будет достичь меньшими ресурсами, меньшими командами, с меньшей экспертизой. То есть сейчас очень много людей, которые устраиваются на работу, которые не знают HTML, CSS, но они устраиваются фронтендерами, если вы понимаете, о чем я. То есть они устраиваются фронтендерами, абсолютно ничего не знают, но знают React. И могут по React поотвечать на какие-то вопросы и что-то даже написать. Абсолютно не понимаю, как оно там работает, зачем оно так работает, что там происходит. И им готовы платить деньги. Вот. И они потихонечку там что-то доучиваются. Но проблема в том, что инструментов слишком много. Если они дешевые и они качественные, то их слишком много. Нет возможности быть экспертом во всех инструментах. То есть берем какой-нибудь домен, например, фронтенд, и я во всех инструментах вообще бог. Такого уже нереально. Либо берем, например, бэкэнд, и я во всех бэкэндерских инструментах бог. Или DevOps, и я знаю все. Нет, такого уже точно нет. Вот. Поэтому их слишком много. Если вы знаете один инструмент, хорошо, ваши знания и навыки уже стоят денег. Хороших. Вот. Короче, если, грубо говоря, в один инструмент легко залететь, то это локально легко залететь. Глобально, сказать: я король всего. Нет, ты не сможешь. Просто тебе придется меняться, тебе придется что-то пробовать, куда-то двигаться. Потому что абстракция увеличивается. Мы продукты делаем уже намного сложнее, чем мы делали их в году 2000 или 2009. То есть наши программы сильно и качественно, и вообще просто сложнее. Вот. И чтобы представить их в голове, как они работают, прям надо сесть и попотеть. Вот. И поэтому появляются новые позиции. Люди, которые сидят и думают: а как же оно там работает, а как же оно визуализировано, а как же эту документацию написать по этому всему. То есть отдельные люди, потому что уже не вывозят просто технические специалисты, они не могут все это понимать и переваривать. Вот. Появляются новые направления, например, в продуктах. Продукты такие, типа гибридные монстры. Вот. Вообще они называются boarding products. Это штуки, которые позволяют команде какой-либо, неважно, это топ-менеджмент, это акционеры, это просто какая-то команда, вместе как-то сотрудничать онлайн. Многие процессы тупо уходят в онлайн. То, что раньше было обязательно в офисе, встретиться, поговорить, переговорки. Сейчас это далеко-далеко в онлайне.
Окей? Ну, короче, время стоит денег, момент очень важен, сколько денег и возможностей ты потерял, когда постеснялся, тоже очень важно. Да? То есть ты постеснялся сказать, я могу это сделать. Все, пошел, все, придет кто-нибудь другой. То есть ну, на рынке огромный спрос. То есть ты сегодня сказал, ой, я сомневаюсь, что я могу, все, пока. Завтра этого человека найдут просто кого-нибудь. Могу рассказать маленькую историю, чтобы просто не быть таким монотонным лектором. Маленькая история, я знаю, как в Харькове открывалось IT-направление. Харьков, да? Представляете, где это? Я не представляю. Вот, ну, короче, в Харькове как-то пришла компания IBM и сказала, мы хотим нанять крутых IT-специалистов в Харькове, крутых специалистов. На тот момент крутых специалистов в Харькове были люди на заводе, вот они были крутыми, да, они там что-то делали, детали какие-то, вот максимальные крутыши. Так вот, и IT-компания говорит, мы готовы платить. И они что делают? Они нанимают рекрутеров, которые найдут в Харькове где, среди кого? Рекрутеры знают, какие бонусы им будут за то, что они найдут людей. Они открывают курсы, качают с интернета материалы, просто идут на завод и говорят, ты хочешь зарабатывать, ты хочешь зарабатывать, ты хочешь зарабатывать. Собирают каких-то людей и их учат по этим курсам. Сдают экзамены рекрутерам. То есть люди как-то учатся, как-то сдают экзамены рекрутерам, они за месяц натягивают каких-то первых сотрудников и продают IBM. И IBM такой, отлично, у нас есть IT-эксперты. И вот так в Харькове начиналось строиться IT. Понимаете? То есть не было такого, что мы там 100 лет учимся и потом идем. Нет, мы что-то умеем, и эти навыки пытаемся адаптировать под новые направления. Неважно, какими средствами, ресурсами. Главная мотивация – люди, которые тебя окружают и говорят «да-да-да». Вот, короче, есть книжка «Цель». Если вы вдруг хотите понимать, как работает завод, почитайте. Вот. Она очень хорошо рассказывает, в чем соль. Ради чего все. И почему какие-то навыки, которые вы говорите, цените их и развиваете, и все айтишники говорят, да-да-да, это очень крутые навыки, они неважные. Вот. Просто закройте на них глаза, вот пройдите мимо, и сэкономите кучу времени и перейдете намного дальше. Потому что время имеет цену, время очень важно. Вот. А потому что важно что? Дешево, быстро, сделать просто. Да? Ну, то есть мы можем сделать крутое инженерное решение, но очень сложное, но оно никому не нужное. Вот. Короче, люди не любят ТЗ. То есть я часто слышу, мы не любим ТЗ, зачем ТЗ, ну, ТЗ никогда не работает. Без ТЗ вы не можете построить стратегию и план развития. Вы не можете. Если вы не хотите заниматься ТЗ, наймите человека, который его сделает. Вот это будет просто эффективнее. Вы не потратите кучу времени на тупые ошибки. Потому что шли, и потом такие, боже, так оно в принципе не работает. И пошли заново все делать. Вот. ТЗ полюбите эксперименты. Не связанные фичи, да, то есть когда в проекте просто два куска какие-то просто болтаются, как два разных продукта, никому не нужные, и люди не понимают, как этим пользоваться. Очень сложно объяснить. Часто вопрос, опять же, я по собеседованиям люблю ходить, это мое хобби. Вот, часто я слышу про продукт, мы не знаем, что мы делаем. То есть у нас продукт, который и это может, и вот это может, и вот это, один продукт, и вот это, и у нас 7 целей мы достигаем. Боже, что это за продукт, что это за монстр? Как им пользоваться? Как вы понимаете вообще, что вы делаете? Куда вы движетесь? Вы как опухоли расползаетесь. Такое уже сейчас не прокатит. То есть начнете таким заниматься, точно пойдете кушать воду с солью. Важна сильная команда. Сильная команда – это люди, которые умеют общаться. Все. Хороший PM люди хотят, да? Но если вы умеете общаться, возможно, вы можете это все обойти. Короче, на самом деле большая жопа, у всех все подгорает, сроки подгорают. Просто возьмите и начните двигаться. Давайте, я пропущу немножко слайдов, вот, просто чтобы немножко ускориться. Короче, пару базовых ответов. Можно ли запустить цифровой бизнес без технологий, крутой команды и денег? Можно? Да? Кто сказал да? Да! Можно. Вот. Есть вот книжка, можете почитать, очень классная, опять же, «Кровь, пот и пиксели», про то, как айтишники запускают игры. Это прям показательно, просто нет такой книжки, как айтишники запускают веб-проекты. Но прям то же самое было бы написано, скорее всего. Вот. Давайте еще пару слайдов. Это не будем, это неинтересно. Короче, сейчас тренд на продукты-модули. Что это такое? Маленький кубик, который можно встроить в любой другой большой продукт.
То есть есть какой-то продукт-гигант, там Trello, что-то показательное, Jira, и вы можете к Jira плагин сделать. Сейчас это супер модно. То есть даже разрабатывая простые плагины, это по сути, что такое плагин? Одна функция, одна большая функция, которая такая, я сделаю хорошо, какую-то задачу одну. И вы ее можете продавать. То есть есть куча площадок, где можно это производить. На этом можно зарабатывать кучу денег. Есть компании, которые только этим занимаются. Вот. Таких продуктов, к которым можно приклеиться, их тьма. Хорошо, еще минуту. Вот, продукты, инструменты. Take your time, мы никуда не торопимся. В крайнем случае с кофе-брейка откусим минут 10. Хорошо, продукты, инструменты. Что такое? Я уже говорил, про инструменты это очень важно. Это большой тренд, большой тренд. Инструменты делать дорого. Хороший инструмент айтишный в вебе, который может, вот просто можно и в вебе, можно и программу, можно и на телефон. Он стоит очень дорого. Просто, если интересно, есть сайты, которые позволяют посмотреть, в какие стартапы инвестируют деньги. Вы можете зайти и просто офигеете от того, в какие простые, на первый взгляд, продукты и какое количество денег инвестируют. Просто офигеете. То есть программа, которая, по сути, может в ролике там что-то вырезать кусочек, ну, как бы не полноценная программа для монтажа, а какая-то кусочек, там, точечку поставить, потом куда-то там синхронизировать, что-то где-то показать, это стоит уже $100 миллионов. Ты такой, боже, что, серьезно? Это там, возможно, пару месяцев разработки. Но этим начинает пользоваться большое количество людей простым плагином. Это чуть-чуть ускоряет работу, это чуть-чуть облегчает понимание, меньше надо информации держать в голове. Все, на этот продукт есть большой спрос. Его можно делать. Да? Так появляется программа Pitch. Вот, которая сделала PowerPoint и неожиданно, знаете, что в ней продает? Знаете, какая самая продаваемая фишка здесь? Потому что несколько людей могут вместе делать презентацию. В PowerPoint же можно, который Google PowerPoint, да? Они сделали такую же программу и очень хорошо живут. Но потихонечку подвозят туда плагины, модули и все, что я говорил. К ним можно легко заинтегрироваться, и с ними можно очень легко масштабировать там, презентации. Презентации сейчас люди производят и за презентации платят деньги. Некоторые презентации для компаний могут стоить $10 тысяч. То есть просто кто-то, ты нанимаешь людей, и они делают презентацию для компании, которая учит людей, которые занимаются онбордингом, занимаются переквалификацией и занимаются каким-то обучением. Это стоит дорого. Так что Figma – такой же пример. Продукты витрины, AliExpress – это второй тренд. Да, так или иначе появляются продукты витрины, и их много не нужно. Не нужно там 1000 витрин, и вы ходите с одной, такой, там посмотрели, тут посмотрели. Вам бы одну, где бы можно все посмотреть. Да? Зачем нам 140 приложений пиц? Да? У каждой пиццерии будет свое приложение. Посмотрите на 100 пиццерий и такие, блин, какой же заказать? Все равно будете одним пользоваться. Да? И какие-то продвинутые инструменты для маркетинга появляются. Потому что маркетинг дорого. То есть порог входа в маркетинг, на мой взгляд, от $10 тысяч. То есть нет смысла пользоваться маркетинговыми инструментами современными, если у вас маленький бюджет. Да? То есть значит появятся инструменты, которые этот рынок займут для маленьких компаний. Что нужно знать, чтобы преуспеть? Не бояться пробовать новые инструменты. Это самое главное. То есть вы что-то не умеете, отлично, попробуйте, хотя бы уделите этому часок. Вот. Сотрудничать и разговаривать. То есть вы стесняетесь поговорить, подойти к людям, сказать, я не умею, я не знаю, расскажи. Вы уже проигрываете. Мобильными для перемещения. Так как там кто-то умер просто. Не обращайте внимания. просто упал. Интернет упал, нормалек. Короче, я что хочу сказать. Если можно устроиться на дистанционку куда угодно, можно быть готовым, что вы туда либо поедете поговорить с людьми, либо начнете летать в командировки или так далее. То есть если вы к этому открыты, то вам еще больше открыта дорога, потому что многие говорят нет, я не хочу никуда ездить, не хочу никаких там командировок. Людям это почему-то не нравится. Такая вот дорога, когда вы идете и радуетесь, потому что впереди светлое золотое будущее. Посмотрите, они по золоту идут. Вот. Еще немножко, пару минут. Команда – это очень важно. То есть тренд будет на рост команды. То есть одно дело технологические эксперты, другое дело как сотрудничать, как построить компанию 70 человек, как построить компанию 150 человек. А что, если мы хотим нанять разработчиков, удвоить наше количество людей? Мы просто хотим удвоить компанию. То есть спрос на менеджеров, он
где-то даже превышает спрос на разработчиков. Этого всего не особо видно по вакансиям, которые в интернете публикуются, потому что таких людей ищут там через чатики, через сообщества, через знакомых. Но если вы говорите, я готов этим заниматься, то вы как бы тоже становитесь очень видимы, то есть вы очень сильно всплываете. А что нужно? Мы сначала учимся делать что-то своими руками, да, очень хорошо наши руки заточены, а потом мы учимся делать то же самое чужими руками. И когда мы это умеем, мы уже очень даже двигаемся вперед и можем масштабироваться сами. Короче, если грубо, зарабатывать на тех, кто моложе нас. Ну, моложе в любом смысле слова. Пришли позже нас, меньше знают, да, то есть моложе не обязательно возраст. Вот. Мы просто на них так или иначе зарабатываем. Так устроен рынок. Через сотрудничество, доверие и успех близких людей. То есть если мы помогаем другим людям быть успешными, в конечном итоге мы все вместе растем. То есть не получается так, что мы кому-то помогли, он вырос и такой, пошел ты. Так не работает. Потому что героев нигде не любят. То есть в американских фильмах их любят и делают из них идолов, но в целом в компаниях их не любят. Они вываливаются, они никому не нужны. То есть почему? Потому что он в одиночку ты не так много можешь построить. Ты не можешь построить большую компанию, не можешь построить большой проект, не можешь построить сложный проект, потому что ты не сможешь всему научиться. На сегодняшний день это невозможно. Команда. И вот, я хотел немножко еще про технологии рассказать, про JavaScript, про базовый дом. Точно не успеешь. Да, я точно не успею, поэтому я немножко расскажу. Короче, вам же интересно? Ну, просто в целом разберитесь, как все концептуально работает. Базовый HTML, базовый CSS. Вам не надо в это глубоко погружаться на сегодняшний день. Остановите свой взгляд немножко на технологии Node.js. Вот. Просто задержитесь, вот. Просто внимательно. Потому что то, что я рассказал, очень легко достижимо с помощью него. Особенно в веб-продуктах. С помощью других технологий это дороже, просто дороже и требует больше времени. Поэтому дороже. Не потому что технологии старые, там, неудобные. Просто на эту технологию потребуется, может, специалисты будут стоить дороже, но времени и конкурентное преимущество будет выше. То есть остановитесь, подумайте. Там не так много всего надо знать. То есть вам надо знать немножко JS, немножко TypeScript, чуть-чуть больше, и все. Потом подумайте, как работает HTTP запрос-ответ, постройте свой маленький сервер на экспрессе. Это все за неделю можно сделать. Вот. Дальше остановите свое внимание на Nest фреймворке, просто чтобы более современно и более дешевле это все делать. Мы берем дешевые технологии. И дальше еще немножко почитайте, что такое Apollo GraphQL, и просто прочитайте документацию одного и второго. Это несложно, это потребует у вас максимум месяц. Вот. Вы разберетесь, что такое GraphQL, как работают серверы, вам сразу станет понятно, зачем это используют, когда это используют. Просто по документации. Какую проблему решают, с какими проблемами люди столкнулись, когда строили сложные архитектуры, сложные проекты. И в целом вы начнете понимать, как, куда, что это все работает, почему такие страшные слова. Потому что все в конечном итоге сводится вот к таким простым схемам и кубикам. То есть не требуется какой-то там PhD, чтобы как-то погрузиться, не требуется диплом MBA, чтобы куда-то и дальше двинуться. Достаточно просто немножко усидчивости и внимания. Вот. И дальше вы понимаете еще какие-то абстракции. Все, что вы можете узнать, оно в конечном итоге ложится в очень простые схемы. В очень простые. Которые просто сели, подумали, переварили. Все. И двинулись вперед. Это то, что требуется для знания Node.js, и это уже позволит вам, просто вот эти вот пару слайдов, которые я тут пролистал, это позволит вам зарабатывать 5, 7, 8 тысяч долларов вообще, уже через год. Вот. Ну, без шуток. Вот. Дальше еще немножко, если вы хотите advanced уровень, почитайте, что такое real-time и что можно сделать приложение живое, когда несколько пользователей что-то делают. Опять же, там все очень просто. Есть документ, есть коллаборативные штуки, и все. Вот. Супер просто. Можно выучить за день. Вот. Сейчас. Я хочу закончить на другом. Короче, тан-тан-тан-тан-тан, вот это вы все тоже читаете. Это так, просто так ну так почитать. Это тоже читаете. Так. И вот что вы можете сделать прямо сейчас. Я добрался. Что можно сделать прямо сейчас? Записать все, что вам было незнакомо из того, что я быстро листал, да, если вы вдруг успели, да, и погуглить.
просто начните с этого. Запишите все, что вы не знаете, прогуглите. Хотя бы концептуально нарисуйте, как вы представляете, это работает. Покажите кому-нибудь, он скажет, это так работает или не так. Все, зафиксировали. Перепишите резюме на американский манер. Так как рынок глобальный, давайте отталкиваться от американского рынка. Вот. Перепишите резюме. Придумайте веселый челлендж, чтобы продолжать учиться. Что это значит? Вы когда узнали какие-то схемы, архитектурные паттерны, еще что-то, технологии, вы можете придумать какую-то игру, например, с другом сделать какую-то фигню. Вот, просто, не знаю, на Новый год всем отправить поздравления, но с помощью Node.js. Вот, вы придумали, по приколу сделали, прокачались. Вы так или иначе столкнетесь с трудностями. Проблема в том, что для того, чтобы этому научиться, это как тренажерный зал. Нужно постоянно практиковаться, постоянно практиковаться. Нет никакого другого пути, просто практика. А чтобы практика была веселой, надо придумать какой-то прикол. Иначе вы очень быстро бросите. В качалку же тут не все накачанные, нету качков. Вот, ну, есть же, в этом же и проблема, что нужно постоянно рутинно этим заниматься. Скучно, да, просто тупо скучно. Поэтому, может быть, скучно, просто учитесь программированию. Поэтому придумайте веселый квест, придумайте квест. И общайтесь с экспертами вживую. То есть, если вы начали практиковаться, но вы такие, блин, найдите любого эксперта, напишите, глобальный рынок же, да? Вот, напишите ему, скажите, привет, я не понимаю, я споткнулся в сообщество, напишите, вам кто-нибудь да подскажет какой-то ответ, чтобы вы пошли дальше, чтобы дальше было весело и интересно. Вот. Меняйте работу. То есть одно из таких правил, что если вы долго сидите на работе, то есть американцы меняют работу каждые 3 года. То есть в Беларуси меняют каждый год. Ну, то есть кто-то, кто больше года работает, очень сильно теряет в деньгах. То есть просто для того, чтобы делать карьеру в компании, надо увольняться каждый год и устраиваться заново в нее же, например. Вот. У меня пару человек так увольнялись. То есть они уволились из компании, на следующий день устроились в нее же и удвоили зарплату. Я такой, в смысле? Они такие, ну, такие правила, мы никак не можем по-другому решить вопрос. Но рекрутеры такие добрые, что помогают. Вот. Так что меняйте работу, просите больше ответственности. То есть когда вы приходите на новое место работы, просите больше ответственности. Пробуйте руководить, пробуйте команды, пробуйте учить людей. Вот, учите, менторите людей. То есть, когда вы начнете учить людей, в вашей голове начнет появляться что? Порядок. Порядок в том, что вы знаете. И это очень важно. И перестаньте сами решать типовые задачи. Это просто такая дорожная карта. Вот. Когда вы перестанете решать типовые задачи и двинетесь к более сложным задачам, а типовые задачи скинете на тех людей, которых вы научили, то это дорога вверх. Да? Понимаете? То есть вы на одном и том же месте не стоите, вы двигаете вперед. И смотрите, качайтесь в менеджмент. В конечном итоге все равно я пришел к выводу, что нет никакого там айтишного технологического пути, качайтесь в менеджмент. Потому что если вы решаете типовые задачи, вам надо повышать уровень абстракции. Дальше уже гипотетические задачи, как в принципе можно построить огромную систему. Вы не сможете сами руками написать физически, поэтому вам нужна команда, вам надо им как-то все объяснить, там вам так или иначе нужны менеджерские скиллы. То есть так или иначе, чтобы стать крутым техническим экспертом, чтобы добраться до какой-то вершины, вам надо прокачать менеджерские скиллы. Иначе вы будете решать какие-то локальные задачи, делать локальные максимумы. Вы не сможете построить локальную крутую систему, ну большую. Вот. Ну и вот это такой advanced уровень. Если вы вдруг это все прошли, начните собираться работать с вашими друзьями, снимите офис, делайте стартап, возьмите отпуски, работайте над стартапом, напишите в крупной IT-компании, скажите, мы, ребята, с крутой командой и уже столько вместе времени работаем, что дайте нам продукт на сабподряде. То есть если вы в Яндекс напишите, скажете, у нас есть там 20 человек, мы готовы делать какой-то продукт, Яндекс скажет, давайте попробуем. То есть людей нет, будут готовы работать с любой командой, которая сбита. Просто напишите рекрутерам, просто не типа через вакансию, а типа прям сразу. У нас есть компания, мы тут вместе собираемся, работаем, у нас есть команда, столько-то людей. Многие компании готовы на сабподряде что-то отдавать. EPAM так готов отдавать, Яндекс так готов отдавать. Многие компании, я пробовал так писать, прикольно. Как минимум интересно, посмотрите на рынок с другой стороны. Найдите проект на сабподряде или на фрилансе, откройте компанию, начните нанимать и менторить людей, удвойте вашу компанию, удвойте еще раз и продолжайте удваивать. И вот это вот какая-то такая дорожная карта на всю жизнь. Тут нету какого-то конца и края. Ну, на этом у меня все. Все, что я хотел, я как-то кое-как успел рассказать. Надеюсь, это позволит вам развиваться дальше, выше, задавать вопросы. Аплодисменты спикеру. Это было радужно. Я слушал твой доклад и думал, из какой цистерны с дегтем долить. У нас ведь в Еврон заказная разработка, тот же аутсорс, аутстав, да, я, собственно говоря, нанимаю по всей России, в зарубежье, плачу эти самые $1000.
Вот, множество проектов. Я думал, что может рассказать, как выглядит внутреннее собеседование Сбермаркет, для которого мы делаем Сбермаркет. Но потом решил, что, наверное, для наших гостей ценнее будет, если я скажу, что, да, все, что ты рассказываешь, имеет место быть с той части IT, которую видишь ты. Но есть такая штука, как ошибка выжившего. И последние годы я это очень часто замечаю. Вот у нас сообщество Moscow Python, и бывает, я собираюсь с еще несколькими, ну, такими старыми, мудренными опытом участниками сообщества, да, собрались 3 мага вне категории, пошли на 5-й уровень сумрака пиво пить. Ну, потому что можем. А потом берешь джунов. У нас же и курсы есть Learn Python, мы обучаем питонистов, да и рубистов, честно говоря, тоже в Еврон обучаем. Берешь джунов и понимаешь, что вот на каждого человека, который, блокчейн, новый леджер, сейчас 2 вечера посижу и все получается, есть еще примерно 100 человек, которые вот так же садятся, делают все то же самое или большее, а у них не получается. Да, могу сказать, что замечание хорошее. Где-то 20% людей, которые закончили какие-либо IT-курсы, находят работу. То есть это не значит, что именно вы будете в 20 или именно вы не найдете. Да? То есть все зависит от того, с каким подходом вы будете подходить. Хватит ли у вас сил пробовать. У меня есть правило 20 собеседований. То есть 19 тренировочных, и потом идем на собеседование. Ну, по-другому не научиться, то есть только практика. Практика. Для этого нужно то, что я говорил, найти какой-то челлендж, прикол, чтобы этим продолжать заниматься, ну, не один день, а регулярно, как в качалке. Ну, нужно там... Все так. И весь ужас ошибки выжившего в том, что вот на каждого человека, у которого получается легко и непринужденно, сотни тех, кто делает больше, а получается гораздо хуже, и тысячи тех, кто делает все то же самое, а не получается вообще, которые не дошли до IT и которых мы не видим. Вот эти вот сотни тысяч человек, которые пытались изучать программирование, которые учились по 8 часов в день на протяжении месяцев, у которых просто не получается. У них не получается написать там 5 связанных строчек кода, и для нас, которые этим занимаются десятилетиями, это звучит странно. Ну, как это не получается? Оно же просто. Я это понял, когда начал японский учить. Вот я 30 лет говорю по-английски, у меня норм. Ну, то есть для меня непонятно, как это можно не говорить на языке, ну просто переключился и говори. Но не... Я начал учить японский. И тут я неожиданно понял, что ближе к 5-му десятку я уже не справляюсь. То есть я учу по полчаса, по часу в день слова, а они не учатся. Их много, и они все незнакомые, и они реально не запоминаются. Вот я реально стараюсь, я прикладываю усилия, они не запоминаются. Английский норм, запоминается, и произношение улучшается, а японский нет. У нас есть футболка за лучший вопрос, давайте же ее кому-нибудь с боем отдадим. Начнем с тебя. Прошу. Баби. Добрый день, спасибо за выступление. У меня много сразу вопросов возникает. По одному. Мы и так откусываем от кофе-брейка. От следующего спикера. Если вот ты говоришь про то, что все время стремится менять компанию, я проецирую это на наш ямальский опыт. Боюсь зарекаться про Салихард, я живу сам в Новом Уренгое. У нас там 5 компаний. Если я 5 раз сменю контору, мне скажут, Ковтунова не берем, потому что человек косяк, он уходит раз в год. И более того, есть рядышком Надым, в котором я большую часть жизни прожил. Там одна компания. И ты такой типа, куда я уйду? В администрацию? Это здорово, но хотелось бы все-таки в нефтегазодобыче остаться. Да, я с такой проблемой столкнулся, я из Беларуси, у нас там компаний чуть побольше, но в моменте, когда я начал IT заниматься, их там тоже было там вот, я знал там 3, вот, и я хотел из них уволиться, и проблема была в том, я не знал куда, я уволюсь, и все, будут ходить такие, ты что, сумасшедший, но я просто начал для себя в какой-то момент разрешил себе искать работу в России, вот, то есть это был шаг номер 1, да, просто хотя бы искать, хотя бы разговаривать, и нашел работу в Калининграде, вот буквально за неделю.
И мы удаленно работали. Потом я в Киеве нашел работу. И просто как-то я не на фрилансе работал. То есть у меня был с ними настоящий контракт. Там, в году 2013 настоящий контракт, и по-настоящему работал удаленно. И это нормальная была работа. И мы нормально общались с ребятами. И даже в какой-то момент предлагали переехать. Я потом точно так же в Лондоне нашел работу. И потом просто для себя решил, я в целом мире могу найти или потерять работу. И в целом я просто выйду на весь рынок и просто начну хотя бы стучаться в двери. И Да, говорить, «Привет». айтишечка в этом плане, она, конечно, гораздо проще, потому что удаленная работа у нас просто работает. А если ты инженер, который ремонтирует шасси самолетов, ну, ты не можешь шасси домой взять, хотя бы потому, что самый маленький шасси больше самого большого дома. Давайте следующий вопрос. Да, привет, Егор. Здорово. Спасибо за доклад. У меня, смотри, такой вопрос-наброс. Ты вот сейчас рассказываешь про успешный успех в ширину. Ну, типа, когда у меня есть софт-скиллы, я могу там хорошо много-много говорить, классно там скоммуницировать, собирать себе команды, продавать себя там на удаленку, вот это вот все. А что мне делать, если я не хочу в софт-скиллы? Ну, вот я такой вот человек, что мне хард-скиллы интереснее. Как и все мы. Ну, не все, но многие. Смотри, он стоит, каких-то картоплянников интересных наелся. Короче, вот я хочу в хард-скиллы. И как ты относишься к тому, что мне не нужно развиваться в ширину, смотреть все технологии сразу, а, например, я могу стать супер офигенным экспертом в чем-то одном. Как ты думаешь, я смогу себя продать? Да, ты очень хорошо говоришь. Я так тоже пробовал. То есть я в IT пришел не для того, чтобы там компании запускать. Я пришел делать игры, такие похожие на Warcraft, но я работы не смог найти. Вот, ну просто так получилось. Warcraft оказался только в одном Blizzard, а туда хрен устроишься. Вот. И я пробовал качать тупо хард-скиллы, но возникала проблема. Каждый раз снова и снова, как мне объяснить человеку, который вот со мной работает, что мне от него нужно. Ну, типа, вот у меня была проблема, очень остро почувствовал, когда меня наняли в арабскую компанию, где вот никто не говорил ни на английском, ни на русском, вот, все говорили на непонятных языках, и нужен был еще субпереводчик. И я вот через какого-то человека общаюсь с человеком. Вот мы сидим вместе, но поговорить не можем. И я пробовал много всего, но заметил, что каждый говорит, это моя территория, сюда не заходи. Но я такой, мне нужно, мне сказали, у меня задача к тебе зайти на территорию, что-то в твой модуль там доинтегрировать. Он такой, не, это мое, но если хочешь, у меня нет времени, зайди сам, но по моим правилам, и там еще много правил. И я просто пытался разобраться в 30 проектах одновременно, чтобы во все интегрировать, и просто мне лопнула голова от того, что я просто не мог разобраться, и мне никто не давал поддержки. Вот такие вот ребята, хардовые, мне абсолютно не помогали, потому что ему интересно свою задачу решать. А я тут пришел, мне попросили к нему заинтегрироваться, он говорит, пошел в жопу. И что я придумал? Я просто начал ходить и всем жаловаться на это. То есть сначала там своим менеджерам, потом топ-менеджерам, потом я уже паровозы людей собирал, чтобы мы вот протолкали решение и заставили этого человека работать. Потом он ходил угрюмый, злился на меня, но делал. Вот. И в конечном итоге я столкнулся с проблемой, что первое, донести свою мысль от меня к какому-то другому человеку, даже на проекте, это очень важно. То есть мы не можем построить систему чуть больше, если я не могу просто свою мысль, то есть не какую-то свою там абстракцию, которую я придумал, нарисовать, и чтобы он ее понял. Не покивал головой и пошел сделать какую-то фигню, а понял то, что вот я хочу, и как-то мы смогли договориться. Без этого навыка очень тяжело сотрудничать и строить компанию. Можно Это делать... очень хорошая тема, которую как раз мы обсудим за кофе-брейком. Отлично. Мы его чуть-чуть продлим и откусим кусочек от следующего доклада. Так, у нас два претендента на футболку. Помни, тебя выбрать лучший Можно вопрос. еще одного третьего претендента? Вот у нас еще сейчас Два третий и вопроса. четвертый. Да. И последний будет. Да, конечно. Егор, вот представь, что ты живешь здесь, в Салехарде, и какие бы курсы ты бы открыл здесь, если бы у тебя стояла задача через месяц представить IBM свою команду экспертов? Кого чего? Последний не услышал. Но из твоего примера про Харьков, где они за месяц после открытия собственных курсов набрали людей, обучили их чему-то, вот какие бы ты курсы открыл в Салехарде сейчас, в данный момент? Я бы открыл курсы по React, вот, вообще не парился. Я бы скачал бы курс на Ютубе, открыл бы курсы в Салехарде по React, начал бы людей учить. Самое главное не курсы, это как контент ютубовский, да, это просто фон. Я бы пытался людям помогать и разбираться с их ошибками.
То есть вот это, в этом была ценность. Люди бы приходили, смотрели дома курсы на Ютубе, но вместе решали бы и прорабатывали ошибки, с чем они сталкиваются толпой. Вот. По React проще всего. Потом бы, если по React не получилось, базовый курс верстки HTML, CSS. Все. Вот. Это те навыки, без которых вебом заниматься бессмысленно. То есть это очень такое, это сильно обрезает порог входа. Но в вебе сейчас больше всего работы. Вот, поэтому я бы метил туда. Если это все выстреливает, тогда бы курсы по дизайну еще туда же. Просто Знаете, плохая аналогия, она подобна котенку с дверцей. У меня, кстати, есть прикольная картинка. Когда-нибудь я ее покажу на слайдах. За годы я научился сравнивать разработку с чем-то, чтобы давать людям не настолько плохую аналогию. Я ее обычно сравниваю с обучением хирурга. Вот можно хирурга обучить на курсах за неделю, а потом доверить ему ну хотя бы оперирование аппендицита. Здравый смысл подсказывает, что, наверное, недели не хватит, а месяц. Так вот, React, он на секундочку не сильно проще. Я умею в React, и если его с нуля изучать, там один веб-пак голову откусывает. Без всяких ES-билдов, без всяких хуков, без ничего, просто приползает веб-пак, откусывает голову. Обсудим на кофе-брейке. Давайте последний вопрос. Я не согласен, но попробуйте. Просто по этому всего очень много контента. Можно просто менторить людей. Ты не поверишь, сколько контента по хирургии, особенно черепно-лицевой. Но в React ничего такого опасного не стоит. Егор, спасибо, было интересно. Но вот будущее веба 3.0 интересует такой момент. А как надо вписываться сейчас машину-то-машину? И как это будет в ближайшем будущем? Не услышал. M2M. Сейчас у нас 5G появится спутниковый нет, там неважно, от Маска или наша какая-то сфера. Вот. И как это будет в 3.0 веба вписываться в ближайшем будущем? Ну, про Web 3.0 я немножко сразу отсею, что нам говорят про децентрализацию. То есть Web 3.0, он говорит про безопасность и децентрализацию. Но я очень много этим занимался, потому что я делал огромные системы, где мы очень большие петабайты данных обрабатывали в секунду. Это невозможно. То есть системы интернетовские, они централизованные будут. Так или иначе, просто появится много, ну, например, банки. Банки станут центрами там, раздачи денег. Ну, в любом случае. Вот. И спутниковая навигация то же самое. То есть так или иначе будет провайдер на Земле, который будет это все раздавать. То есть появятся компании, которые будут как посредники. Каждому оборудованию не поставишь. Хорошо, перефразирую. Будут ли пользоваться роботы вебом 3.0 интернетом? В том виде, в котором его преподносят сейчас, нет, он будет другой. Потому что он будет, во-первых, централизованный, безопасный, будут люди, которые будут выдавать ключи. Самое ближайшее, что мы получим, очень хорошее улучшение, это вот эти e-паспорта, электронные паспорта, которые позволят нам в интернете авторизацию делать. Нам не надо будет логин, пароли заполнять и прочее. Мы будем заходить по одной кнопке. Вот это вот одно вот это вот событие позволит айтишникам удвоить капитал. Просто как только оно появится, это позволяет что? Это приводит на шеринг экономики. Когда у каждой из нас может другому человеку через какой-то сервис отдать любую вещь. То есть такси, доставку, что угодно. Мы можем очень легко такие штуки делать. То есть сейчас мы не можем, у нас нет инструментов. Но они очень, очень скоро появятся. И это мы можем выбрать лучший вопрос. Кому вручаем футболку? Давай. Мне понравился вопрос Никиты, мне понравился вопрос про курсы, потому что он самый актуальный вот для здешнего края. Вот, про будущее мне тоже понравился, потому что про него я очень много могу рассказать. Выбери один. Я бы отдал за курсы. Курсы. Аплодисменты. Так.